Так, ну что, приветики, друзья, с вами Физкультурник, и сегодня уникальный день, потому что у меня на тесте не один, не два, а сразу 4 велостанка от компании Majin. От самого простого и самого дешевого Majin T100 до какого-то нового суперкрутого Majin T600. И самое главное, что, конечно же, я сегодня буду тестировать станки не один. Со мной мои товарищи и друзья Роман Касаткин и Никита Реакта. Чуваки, которые постоянно мне помогают, но в общем, сегодня помогут и вам разобраться, какой же велостанок по-настоящему стоит покупать. Стоит ли переплачивать за более старшие модели, или вот самая простенькая, самая дешевая модель — это то, что вам нужно. На самом деле все очень просто, друзья мои. У нас сегодня будет простой протокол тестирования. Мы сделали простую тренировку в Zwift и взяли наш универсальный, оптимальный, самый крутой эталонный стандарт педали Asioma Favera Duo. Так вот, у нас на велокомп будут писаться педали Favera Asioma Duo, а Zwift будет управлять велостанком, на котором Роман Касаткин, основатель велоклуба House of Gravel, гревельный велоклуб в Петербурге, кстати, самый крутой, с которым я катаюсь, будет выкручивать тренировку Zwift в erg-режиме, ну и чуть-чуть не в erg-режиме. А потом я уже в офисных условиях сравню, насколько мощность с эталонных педалей Asioma соответствует тому, что показывал велостанок, который передавал во Zwift показатели мощности. В общем, может быть, вас чуть-чуть запутал, но впереди мы разберемся. Что самое главное? Самое главное, друзья мои, это разобраться, насколько станок точный, насколько он быстро адаптируется под изменение нагрузки. Вы добавляете мощность или, наоборот, убавляете мощность, как станок на это реагирует. Ну и, конечно же, способен ли станок выдержать мощнейший, просто ультимативный спринт от Романа. Все это вы узнаете в нашем видео. И самое главное, ответите на вопрос, стоит ли вам лично переплачивать за станок, который может стоить во много раз дороже, или можно ограничиться самым простым, самым дешевым, просто чтобы крутить и прокачивать свою мощность. Мне кажется, это будет интересно, потому что я понятия не имею, какие будут результаты. Ну и отдельный респект хочется сказать моим друзьям из MadGadget, которые безвозмездно и без каких-либо условий предоставили станки, прислали мне их на тест, сказали: Мишань, протестируй, расскажи, что думаешь, честно, без каких-либо обязательств. Собственно говоря, я по-другому и не делаю. В общем, сегодня, друзья мои, мы узнаем всю правду, насколько точные станки от Majin, от самого базового Majin T100 до самого крутого, ну, почти самого крутого, я не знаю, может, какая-то есть еще круче модель, но самого крутого, который у меня есть на тесте, Majin T600. Ну, а начнем мы, конечно, с базового T100. В общем, погнали, давайте уже от слов переходить к делу. Так, ну и сразу факап, друзья, это не T100, а T110, станок от Majin. Вот так выглядит коробка. На самом деле Никита его собирал. Так, может, больше не надо, Никита? Ну да. Да и мы, знаешь, как бы не протурцы. Портативный. Да. С собой можно с собой в командировку брать. Да. Никитос, ну что, пару слов. А, ты педали? Педали снимать. Про станок что скажешь? Давай покажем станок. Вот такой вот хорошенький, аккуратненький, небольшой станочек, ну, легкий. То есть я думаю, что любая девушка без проблем его сможет перенести, там, поставить на него велосипед. Это на самом деле большой плюс, потому что, мне кажется, вот те модели, минимум потому что я таскал их только что с парковки, они весят прилично, не любая девушка их поднимет. Вот он сам по себе небольшой, компактный, складывается. Ну, в карман не положить, но в целом. Ну, такой travel вариант, да, если поехал куда-то в командировку, можно с собой ставить. Да, я думаю, что в чемодан влезет, а по весу он небольшой. Ну, кстати, без шуток, если ты на самом деле куда-то поехал, не знаю, там, на велосоревнования, и тебе нужно где-то подкручиваться, да? Смотрите, друзья, вот так вот установили прекрасный пурпурный, или как он называется, правильный цвет, Canyon. Грейп. Грейп, да, точно, гранатовый цвет Canyon. Вот, а здесь Majin T110. На самом деле выглядит очень аккуратно. Я почему-то думал, что он более пластиковый, что ли, будет по виду, потому что дешевый. Стоит он совсем небольших денег. Роман, ну как настрой? Посмотрим. Ты там говорил про эталонный спринт. Эталонный спринт? Да, посмотрим, какой у меня будет. В том году был где-то 1200. Ну, эталонный. 1200 нормально. Сколько ты весишь? 80. У нас есть тренировка в Zwift, Секундочку. которую мы подготовили.
и она должна по большому счету ответить на все вопросы, которые у нас возникнут к станку. Как работает станок на разной мощности, как он адаптируется к изменениям мощности, ну, в первую очередь в эрг-режиме, то есть когда вам непосредственно Zwift говорит, сколько мощности крутить, а станок это делает. Это короткий у нас 16-минутный протокол, иначе мы просто здесь будем 4 дня тестировать 4 станка. Сначала легко разминаемся, потом свободный режим попедалировать на свободном каденсе, на свободной манере, чуть-чуть зоны 2, потом зона 3 и такие мини-овер-андеры, где мы идем выше порога, ниже порога, для того, чтобы быстро адаптироваться к нагрузке. Снова свободный режим. Ромка даст в начале такой легкий спринт, не надо прям 1000 ватт, но хотя бы 800, чтобы проверить, насколько станок их держит. Ну и в конце, условно, даст тоже там типа 800 ваттовый спринт, тоже, чтобы понять чуть-чуть, работает, не работает. Нужна пиковая мощность, понять, что происходит с станком. И закатиться, все. После этого, собственно говоря, мы переходим к тесту другого станка. Вот пример такой протокол, посмотрим, что из этого получится. Конечно, будет погрешности, друзья, можно придумать протокол лучше. Я уверен, что GP Lama, например, тестирует с более крутым протоколом, ну, потому что просто у него он длиннее. У нас времени столько нет, мы должны за один день протестировать 4 станка, а потом всем еще на работу идти. Ты что, Кабан, может он как-то включен, он же не должен никак включаться дополнительно, да? Он есть уже, он включался, я видел его у себя в этих. Ну да, вот он типа написан, что типа работает, все зелененьким светится. Так, а давай попробуем, может быть, здесь что-то нажать надо реально? Сколько нужно человек, друзья мои, чтобы откалибровать станок, точнее, чтобы подключить станок Majin? Где инструкция? Не, ну тут других кнопок нет, и у него все зеленым горит. Мы должны Залогиниться вроде. залогиниться. У тебя залогинился? Оказывается, он просто так не коннектится из коробки. Надо сначала зайти в приложение Majin. Majin Utility, вот оно. Но, с другой стороны, если вам один раз нужно только перед тем, как запустить станок, один раз регистрироваться в приложении Majin, ничего страшного в этом нет. Вот, можно выбрать Majin, модуль T110, связь полная, погнали. Activate. Надо ввести свой e-mail. И... Success. Success, друзья мои, пишет мой телефон. А это значит что? Это значит, что Majin станок активирован. Что бы это ни значило, друзья, заходим к нему в настройки. Сейчас мы его калибранем, да? Давай, смотри. Он появился зелененьким просто, до этого не было. Ага. Давай. Speed up. Все хорошо. Вроде работает. Connected. Все нормально. Тогда нужно где калибрейт? Ну это тоже спиндаун, ну пусть он сделает. Ну подожди, да. Все, так. Все. Стоп. Нет, ну пусть он как бы Zwift тоже откалибровался, чтобы типа все откалибровались. В общем, друзья мои, мы откалибровали станок. Ну, конечно, не идеально. Конечно, не идеально. Ну, как говорится, друзья мои, что в этом мире бывает идеальное, правильно? Калибруем педали. Боже мой, ну просто магия вообще. Вот successful, все. Все, да. Теперь... Так, все, мы сейчас, друзья мои, поверьте, еще каких-то 2-2,5 часа, и мы начнем тестировать станки. Давай, старт. Давай. Не, какой-нибудь плоскую что-нибудь. Ну, там без разницы, у тебя же... Не, давай ты, ну что ты начинаешь? Где у тебя? 50 миллиметров. Где моя любимая? Tempus Fujita, вот, самая плоская на свете трасса. Так, ну что, у нас разминочка, все, есть, Ерк, подхватился? Да. Крутится. Здесь 105 ватт, здесь... Где вот у тебя? Ватты, вот они, 103 ватта. 103 ватта, 100, 103, 97. Ну вот уже, друзья, можно на самом деле в режиме реального времени смотреть, что происходит. В целом 115 увеличилось. Я не буду вас на самом деле как бы мучить этой информацией, но нужно знать несколько базовых вещей про то, как устроен режим у Zwift. Во-первых, конечно, вот здесь вот с педали осиома идет то усилие, которое давит Роман. Здесь смягченные усилия. То есть, когда Рома давит чуть сильнее, чуть быстрее, как бы подстраивается под него турботренер, как бы тренажер, и поэтому чуть-чуть здесь будут ватты, здесь другие, чем на спидале. Но, когда мы в итоге посмотрим эту тренировку в записи в виде фит-файла, там будут уже данные более реалистичные, то есть они такие сглаженные, как на экране. Поэтому мы увидим всю разницу, была ли разница, насколько она драматична, насколько она сумасшедшая, эта разница и что произойдет.
все было хорошо. Ну вот ты здесь 1000 пробил, Да. а там не было. Не было? Не, было прикольно. Вот, друзья, уже первое, что на самом деле мы видели, да, не знаю, что это значит, потом буду разбираться, но Ваху, который подсоединен к эталонным педалям Асиома Duo, эталонные педали, вот, ну, по нашему, конечно, мнению, ну и по мнению всех, кто тестирует, в основном используют Асиома Duo как эталон, показал больше 1000 ваттов спринта у Ромы Кабан, вот, вот этот прекрасный экран Zwift, который подключен к станку, показывал 600, да, Ром? 600? 600 и 1000. Небольшая погрешность, сказал бы я, да? Вот, так что интересно, что будет потом на записи файлов, насколько он вот записал или не записал. Но уже первый тест, это прям круто. Это прям круто. Кстати, из прикольного, который сразу непонятного, да, нет каденса. Почему-то. Может быть, плохо настроили или что-то еще, но нет каденса. Рома не видит свой каденс. И несмотря на то, что станок подстраивается, вот сейчас типа 190, 180-90 ватт, здесь он держит 200. В целом, как бы без каденса, ну не знаю, я делаю часть работ на каденсе, мне как бы сложновато без каденса. Но первое мнение такое. То есть как бы сейчас мы крутим, вот у Ромы каденс почти 90, он крутит несколько минут зону 2, и после этого начинается повышение до зоны 3. Зона 3 нужна тоже для того, чтобы просто понять, на какой мощности, какая погрешность у станка. Может быть, на низких мощностях погрешность меньше, а на больших больше, или наоборот. Это все нам нужно выяснить для того, чтобы сделать вывод, кому станок этот подходит. Потому что если вы человек, который, например, тренируется, и для него важно держать первую и вторую зону по ваттам, то как бы кажется, что погрешность на низких мощностях будет важнее. А если вы тот человек, который хочет держать, не знаю, порог, FTP, какие-то спринтерские работы делать, то, конечно, нужна больше точность на более высоких мощностях. Ты же крутишь вот здесь в студии Spin Cycle, да? Все так. Ты крутишь на TAX. Нет, я кручу на флюксе. X2 Max или на XX Pro. На финкрайдере, да? На финкрайдере, да. Да, но это их верхнеуровневые модели, да? XX Pro, да. Угу. Единственное, что мне пару раз было такое, когда кручу условно там свой FTP, у меня бывает такое, что в момент может станок просто встать, такой получается низкий удар, и дальше крутишь нормально. Офигеть. Не знаю, что это. И очень странно крутится станок, когда ты скидываешь на первую зоночку, вот здесь все плавненько крутится. Да. А там как будто бы с таким провалом. Потому что включен EGR мод, включен фрирайд. Не знаю, станок откалиброван, все окей. Но вот такие замечания у меня есть. Ну, то есть пока вот станок вот этот крутится плавнее. Да, да. Маджин, чем финкрайдер, да? Да. Друзья, если нужно будет тест отдельно финкрайдеров, тоже скажите, мы с Ромой соберемся, они уже здесь есть все в студии, сравним его, например, с TAX Flux'ом, с крутым станком, еще посмотрим, что получится. Да, я себе еще отдельно купил такую штучку, как типа Zwift Cock на станок. Ставится сзади проставка, ставится одна звезда. И путем того, что повышается сопротивление на станке, ты как бы имитируешь кассеты. А, прикольно. То есть такой аналог Zwift Cock. Да. Очень круто. 1800 рублей вообще. О. Ну это для финкрайдера только, да? Да. Или для всех там попробовать? Нет, для финкрайдера. Прикольно. То есть, ребята, у финкрайдера есть практически свой Zwift Cock, Да. в котором тебе не нужно переключаться, а ты можешь, ну как бы, электронным переключением, да, virtual shifting. Да, на 14 зубьев, проставки 2. Коннектишься и все. И как бы неважно, ты едешь EGR мод или не EGR мод, у тебя все равно станок понимает, что идет переключение. Да, виртуальный шифтинг. Прикольно, очень круто. Так, ну все, у Ромы началось страдало. 320 ватт на 30 секунд. Потерпеть. 320 здесь. 320 здесь. Ну, кстати, знаешь как? Ну, типа, посмотрим, в общем. Да, сейчас будет дроп на 215. И посмотрим, как он быстро дропается, да? Ага. Вот смотрим. И 3, 2, 1. Дроп есть. 240. Кстати, ну пока вот по ощущениям, посмотрим еще, как будем сравнивать. Не, ну он сильно дропнулся, конечно, улетел. Но в целом, как будто не так плохо, да? Как будто не так плохо. Никита пока собирает Т-200 у нас. Никитос такой же Т-200 по ощущениям, как Т-100? Тяжелее? Мне теперь тяжелее его вытаскивать. Если тебе тяжелее. Ну тут уже, да, девочкам будет непросто. Ну смотри, какие девочки, Никита.
как говорится, в русских селениях-то. Конечно, гравийно. Гравийных русских девочек. Первая тренировка есть, первый тест есть. Ром, ну как сравнение, как тебе вот Majin T110, первая прокрутка? Я считаю так, можно посмотреть твой обзор, взять вот эту погрешность, которая существует между педалями и станком. И если важны цифры, просто заложите к своей тренировке, к своему FTP, там, не знаю, 10 ватт, 15 ватт. И для домашних условий, ну честно, я вот кручу условно там на верхней линейке X2, это XX Pro, ну, я здесь никакого дискомфорта не почувствовал. Он крутится, вращается, не шумит, не гремит. Он тихий, да, он чуть. Да, он очень тихий, он не трясется. Ну, вообще в порядке, я считаю, за свои деньги. Да, да. Ну вот, он стоит 23 тысячи рублей, Majin T110. 23 тысячи, 23 тысячи рублей. 23 тысячи рублей. Вот. Кто продавец? Другие чуваки. Другие. Нет, Majin официальный продавец. Вот официально Majin. Бренд оригинал. Так, а мы продолжаем. Никитос меняет T110 на T200. Это уже должен быть совершенно другого уровня гаджет, правильно? Если честно, друзья, я специально не показываю вам характеристики, заявленные мощности и все остальное. Наша задача с вами очень простая. Наша задача с вами вот не вы, будучи искривленными цифрами и маркетинговыми буклетами, определиться, какой из станков как себя ведет. Ведь какая разница, что написали маркетологи? Важно, что на самом деле мы с вами разберемся в этом, правильно? Ну вот, друзья, вот они, как выглядят T110, T200. Ну, как бы, как вы видите, совершенно, друзья мои, совершенно никакой разницы визуально. Не тебе же говорит тяжелее. Ну, этот вот, я его вот пальцем. Пальцем. Этот пальцем, а этот... Этот уже надо... Ну, офигеть. Ну да, подожди, рукой. Давай. Уже рукой, да. Ну давайте хорошо. Никита слишком сильный. Да, этот действительно, ну не пальцем уж, конечно, Никитос. Ты не завтракал. Да, я завтракал, я кашу поел. Но это как бы серьезно. Не, ну да. Это даже... Да, окей. Согласен. Что мы знаем про Majin 200, если не читать буклеты? Он тяжелее. Он тяжелее, а значит что? Если тяжелее, то надежнее, сильнее, уверенней. Ну, вы понимаете, в общем. Не зря мы, друзья мои, с вами собрались. Каждый новый станок Majin, который мы установили, нам нужно, конечно же, проверить и подключить. Если ты один раз в этом разберешься, а это вообще не сложно, я думаю, что все могут разобраться. Там есть даже инструкция. Там есть даже инструкция, то делать еще проще. Когда ты регистрируешь новый продукт, каждый раз просто вводишь свой e-mail и получаешь на него код подтверждения. Это занимает примерно, на ваших глазах я это сделал, 15 секунд. И после этого вашим продуктом можно пользоваться. Просто нужно помнить, что когда вы из коробки прям достаете, он не работает. Ну, кстати, очень странно, потому что мне нравится, когда прям достал из коробки и все сразу работает. Можно просто педаль кидать. Все есть. Мы каждый раз калибруем и педали, и станок, и все что угодно перед началом теста для того, чтобы у нас была консистентная информация. В общем, это все для тестирования нужно. Но в целом, друзья мои, там и Никита говорит, что перед каждым выездом, если вы хотите получать точную информацию с тех же даже эталонных Xiaomi до уши, потому что они ездят в лифте, да. Они могут срабатывать, когда кто-то из домашних там что-то задевает, вы можете жить в 10 этаже, а кататься по улице, поэтому лучше перед каждым выездом делать в вашем велокомпеле приложение, нажимать калибровку, да, и быстро их за секунду калибровать, тем самым вы будете получать более точные просто данные. Многие компьютеры даже предлагают просто откалибровать, нажимаешь на кнопочку, калибруется и все. Название есть. Да, уже. Ой, Cadence. Ну все, друзья мои, вот это уже все, это уже. Посмотрите, ну вот это уже станок промышленного уровня. У него есть название, а не просто номер. Все производители электроники, особенно всяких датчиков скорости, каденса и все остальное, я не понимаю, почему крупными цифрами на каждом датчике не должно быть написано там 54, 86, 12. Почему ты должен угадывать среди сотен датчиков скорости свой, как ты это вообще. Ну, то есть, ладно. Кто пытался. Да. Заново начинай, да. Ну что, поехали следующее. У нас уже есть. Так, у нас та же самая моя любимая Tempus Fujit. Все, поехали. Сюда данные идут, Все, дропнулся, да? Да. Нет, сейчас вармап, сейчас я именно еду. А, да, на своих латах еду. Или нет? Да, на своих латах, да. Нет, это у тебя должен быть. Ему надо чуть-чуть покрутить в этом.
А, нет, вот 115 ватт. Сейчас, секунду. Вот интерфейс Zwifta. Как понять? Да, включен или выключен. Если нажму, то будет off или Да. И вот сейчас он, да. Ну, сейчас мы все, мы включили, да. Да, я считаю. Ну окей, все. Смотри, 120 здесь. Окей, 115 как раз. 125, да. 125. Вот он поднимается до 125. Здесь. Слушай, ну пока вот как будто чуть более консистентно, да? Прям как будто заметно консистентно он. Спокойно, да, фрирайд. У нас фрирайд, и Ром сейчас будет спринтовать. Ну, вот 1000 ватт показывает, и этот показывает 1000 ватт. Ай-яй-яй, Роман! Но другой разговор, да? Другой разговор. Да, То есть 1365 ватт, 80 килограмм, Роман Касаткин. Думаю, ничего другого в профиле Инстаграма тебе уже просто писать не надо. Красава, круто. Вот это машины, вот они машины. У меня, друзья, чтобы вы понимали, это Рома как бы не раскатанный, он просто чуть-чуть равнялся, да, буквально. Это, чтобы вы понимали, у меня максимум 1200 ватт, и это прям вот, я был в пиковой форме. Просто так, на тесте станка, 1300 ватт. 200 ватт, ну, окей, ну, достаточно консистентно, мне кажется. Вот мне интересно, он здесь показывает за 3 секунды, а здесь ватты за 3 секунды. А я не знаю, что у тебя здесь, да. А ты как поставил? Я поставил просто ватты средний. Ну, А мы потом все равно увидим на этом с тобой, да. Можем на видео показать те, кто успеет. Есть код на роли, друзья мои. Хлоп. И 2 месяца бесплатно. Кто успел, напишите в комментариях обязательно. 2 месяца таких еще бесплатно. 3. 2 месяца бесплатно. есть смысл досмотреть до конца, да. Помимо знать, еще отхватить промокода. Да. Ромка сейчас переходит в режим оверандера. Красивый. Ух ты. Ух ты. Сейчас, секунду. Пока Роман крутит оверандер, мы смотрим. Ой-ой-ой. Т600. Подожди, так ты Т600 достал? Написано было Т500. Ладно. Отмена. Никто. Он стоит. Ну, Что посмотрите. И еще и коврик. И подставка. И подставка для колеса. Ух, что за царский набор. Вообще. Это прям коврик, да? Да. Офигеть. Ну так немножко. Помялся? Ну ладно, что, он разгладится. Слушай, вот это царский набор, друзья мои, 1600. Но это фальшстарт. Но он с кассеты идет. Вообще все, сел-поехал. В смысле, да, он прям разложил, ничего собирать не надо. Сколько карасей? 11? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну и смотри, и он как бы с ручкой. А с ручкой, кстати, очень удобно, друзья мои. Если вы, например, можете в магазин, если вы решите пойти в магазин со станком, вот у вас есть отличная возможность с собой в магазин взять станок. Ну, кстати, на самом деле, к разговору, Ром, да, про то, что станок можно с собой брать перед гонками, вот этот гораздо удобнее брать. Ну, потому что он сложился в ручку. Он еще раскладывается, ножки у него. Да. Не надо ничего прикручивать. Кстати, да, факт. Да. И интересно, этот работает по-любому без электричества? А этот без электричества будет работать? И же станки, которые работают без электричества, просто давая сопротивление. Почему? Он полностью работает как смарт-станок. Он сам себе вырабатывает. А, то есть как динамо? Да, ты можешь здесь крутить Без электричества? без электричества. Это дело электричество нужно для охлаждения, по факту. Серьезно? Да. Без электричества? Я читал про этот секрет, да. О, прикольно. Так, все, мы достали новый станок. Нет, ну это другой станок. Ну прям смотри, он выглядит даже по-другому. Ну, кассета тоже Но стоит. тоже есть кассета. А коврик там есть, нет? И коврик, и подставка. И коврик, подписка. и подписка, друзья мои. Вот эти Коврик. Райдан, как Zwift, кстати. Да, райдаун. Они оба, кстати, красиво выглядят прям. На самом деле, если честно, друзья, я не знаю, как вам, но мне нравится дизайн. Ну, то есть, вот посмотрите, очень минималистично смотрится Т200. Да, и Т100 прям минималистичный, такой прикольный станок. В стиле, да. Да, это прям какой-то скандинавский станок, как будто в Икее его продают. Вот цифры: 145, 144 на станке, 135 на педалях, 142. Ну, плюс-минус, да, погрешность, конечно же, есть погрешность, никуда от нее не деться, но в целом... Ну, каденс практически одинаково показывает.
Каденс, да. Ну, да, чуть-чуть тоже скачет. Так, Ром, ну что, впечатление от Т200? Ну, плюсы, что есть каденс, что можно смотреть на циферки еще одни. Но в целом все то же самое. Не скрипит, не шатается, ровненько все. Отлично. Спринт выдал 1300. Что там такое было, да. Станок не сломался. Станок, да, не горел. Но этот я прям вот без проблем бы себе взял бы. Это еще он сейчас стоит без скидок. А скоро у нас китайский Новый год, а значит... А вот он же идет. Тогда праздник. Второй есть тест. Переходим к третьему тестированию, друзья мои. Пока идем почти в графике. Вообще интересно, конечно. Интересно, какие будут результаты. Но уже могу сказать, что... Да блин, если просто крутить... Все неплохо. А вот здесь, кстати, друзья мои, видите, вот здесь был раньше кнопочка настройки у нас, у других станков, а здесь ее нет. Это значит, что его калибровать, похоже, не надо. Только через приложение. Все, мощность есть. Есть. Мощность есть. Каденс есть. Каденс есть. Поехали. Кастом. Где наша кастомная тренировка? Давай ты пока настраивай здесь. Да, подсветочка, звук реально такой, да? Кстати, хочется сказать, что те станки тоже были очень тихие, если честно. Тише, чем этот был, да? Да, это как будто даже... Помимо звука самой кассеты и цепи, здесь именно там станок еще. Угу. Прикольно. Да, Что-то происходит. Что-то происходит у него в голове, да. Третий станок пошел, разминаемся, спринт, проверочка, все остальное, конечно, друзья, расскажем вам, что будет. Рома стабильно дает больше 1200 ватт на спринте. Как автомат калашников. Да, как автомат калашников, красавчик. 320. Ну, консистентненько, кстати, очень выглядит, да? Прям выглядит... Слушай, прям консистентно выглядит. Да, догоняет. Прям очень выглядит консистентно данные, да, ребят, смотрите. Вот здесь вот данные. Прям очень консистентно выглядит. Сейчас посмотрим, как на дропе сработает, да? Проваливаться начал. Достаточно ровненько проваливается. Ага. Очень похоже по цифрам все. И не провалился ниже, да? Ты видел другие станки предыдущие? Они прям сильно провалились вниз, до 180 ватт. 200, ага. Здесь вполне себе. Ну вот видишь, он сейчас тоже, пляшет, но это понятно. В смысле, ты сейчас адаптируешься под нагрузку. Нормально. Достаточно быстро выровнялся. И снова, да? Давай еще раз посмотрим, как поднялся. Есть. Ты быстрее набрал на педалях, чем он показывает, но в целом нормально. Ну, как будто не зря станочек-то подороже. Как будто не зря. Очень похож на XX Pro мой. То есть, видимо, здесь... На Тинкрайдер, да? Да, на Тинкрайдер. Ну, именно по звукам. Единственное, что здесь ножки есть, прикольно можно спринтануть. Меня перепроваливает. Да, но в целом... Я не знаю, либо я как бы непридирчивый станок, как бы и станок. Ну, выглядит красиво, да, светится черный. Так, ну все, друзья мои, остался последний станок, самый крутой, самый вау, он должен произвести вау-эффект просто. Рома должен преисполниться, когда будет крутить вот этого кабана. Ну, посмотрим, как на самом деле получится. Сравнение предтопового с топовым. Тут циферка 5, тут циферка 6. Ну, Там еще какая-то технология, вот здесь написано, это было с цифрой. Желтым таким, или оранжевым. А нет, ну там что-то Power. Турбо. Турбо! Дитурбин. Турбо! Можно провод поставить и по вокалке играть все вместе. Да, кстати. Это, кстати, знаешь, о чем говорит? Это значит, он для гонок. На сервак, да, заходите. Он для гонок. Видите, сюда можно сразу подключить к интернету, чтобы задержка была минимальная. О, мой пинг. И чтобы просто с минимальным пингом просто каждый милливатт ваш просто в ноги сразу отдавал. Zwift сразу в этот, все. И ты просто, знаешь, микроватт и хоп, уехал. Нет, на самом деле, те, кто профессионально гоняется в гонки Zwift, они именно так делают. Они по проводу подключают и Zwift, и станок, чтобы задержек не было вообще. Потому что они же, ну, знаешь,
у тебя финальный спринт, Ну да. а ты на секунду позже стартанул. Я думал, ты рофлишь, это реально? Нет, это на полном серьезе. Нет, люди, которые гоняют, это как в контре. Да, я Вот ж- типа, ну, вот чуть-чуть пинг, и все, и ты проиграл. И здесь то же самое, чуть-чуть пинг, финальный спринт, да, и все, он уехал. А как ты будешь догонять? А ты не можешь? Ребятки, каждый раз мы калибруем педали. Даже не тот. Не он, где-то 500. У меня других нету. Сейчас, подожди, ты шизнулся, я же правильно поставил? Ты 600 все. Да. О, Опа, Т600. Я тоже его, видишь, он как бы, он не просит настройки, он не просит калиброваться. Есть все. шоссейные педали, конечно, прикольно, блин. Это тебе не СПДшные эти писюльки. Площадь контакта. Очень мощно. Вся мощность. Я прям чувствую. Причем у меня ботинки тоже с карбоновой подошвой. Так, ты здесь запустил, да? Есть. Наш последний тест. Последний. Самый классный станок. Давай, посмотрим. Никит, что думаешь? Ну, вот он зелененький светится. Он, кстати, меньше шумит, чем тот, да? Отпусти туда. Да. Вообще не шумит. Бесфантомный звук. Да, вообще не шумит практически. Нет, кстати, он самый тихий вообще. И он прям, друзья, он прям вообще не шумит. Не, ну есть звук, но... Ну это просто его рабочий, видимо. Да. Есть проблема у станков такс. Интересно, здесь их нет. Что у них корпус не под все велики подходит. У таксовских? Да, и многие разделки приходится снимать тормозной Калипер? Да, потому что он просто не встает вот из-за всяких вот этих форм. Ага. Здесь зазор достаточно большой. И у меня на тормаке и на вакушном станке, когда я крутил, нет, на таксовском тоже станке крутил, у меня реально калипер прям упирался в корпус станка. Мне кажется, это нехорошо. А здесь прям запасов много, зазоров много. Да. Ну что за UX UI, ребят? Ну что, как объяснить? Да. Почему нет зелененького, красненького, да, как? Да. Мои уши есть. Да, Майбуши есть. Ну да, есть вопросики к Звифту, друзья мои, есть вопросики. Ты думаешь, что ты так понимаешь? Нет, есть вопросики к Звифту. Почему нет нового SRVL S5? Это главный мой вопрос к Звифту. Ромка, ну считай, тренировочку сегодня сделал нормально, да? Поработал Как и прям. положено. Да, прям хорошие работки были, во всех зонах поработал. Там они О, be cool. делали подписку на Роуви, Да. а здесь... Так, ребят, тоже расскажите, кто скачал промокодик. Be cool. Be cool. Чё? Cool через K. Воу, креативчик, друзья. Be cool, где B, где B через B, а cool через K. Вау. Свой Zwift с блэкджеком и разделочными велосипедами. Ну, в Звифте тоже есть разделочные велики. Ну, это посмотри какой. Не, ну это серьезно. Подожди, ну а ты звифтовский разделочный велик видел, нет? Да. OneLab, да, это их приложение, да, маджиновское. Вот никакой Zwift не нужен. Через него я, кстати, через него кастомизация, например, можно делать кастомизацию экранов на Маджине, да, OneLab, да. Да нет, ну какой Zwift, ребят, смотрите, там серьезные люди, прям вообще. А вот, кстати, еще есть... А это за что промокод? Я не знаю. Price Win for Majin. 100% Price Win. Exclusive Gifts. Лохотрон 100%, ребят. Да нет, ты что, это прям все серьезно. 10 секунд я только набирал 220 ватт. Да. А в этом идея, как вот наших интервалов, которые мы с тобой здесь запрограммировали, чтобы мы же как бы, ну, не чтобы ты поработал, в смысле, а чтобы станок постоянно переключался вверх-вниз. Да? Коробка пощелкать, так сказать. Коробку пощелкать, да. Ну, здесь консистентненько было, сейчас посмотрим, как он падает. Ну, в целом, ровненько достаточно, да? Без провальчиков больших. Вот это 10 ватт. 10 ватт Постоянно проваливает. где-то, да. Да. Вверх-вниз, вверх-вниз. Они все, друзья мои, они вот как бы, если у вас вверх идет интервал, станок получше добавляет сопротивление. То есть ты не сразу да, чувствуешь этот тычок, а ты прям постепенно. да. Хорошо. Но сбрасывать сложнее, да, потому что он как-то как будто большими провалами, да? Ну, плюс, что идет с кассетой, с ковриком, как бы все эти плюшки, они, мне кажется, очень сильно влияют. Ты как бы покупаешь, у тебя с коробки готовый инструмент,
не требующий никаких затрат. Даже подписку кладут, пожалуйста, все. Интересно, он с телефоном тоже работает? Или нужно просто персональный компьютер иметь, чтобы запустить? Вот, но тем не менее... Да не, ребят, я думаю, просто нужно отталкиваться от своих задач, как бы трезво оценить свою подготовку, свой кошелек, и ошибок не должно быть. Ты когда покупаешь дешевый станок, Т110, Т200, да вообще любой дешевый станок, наверное, как раз ты хочешь просто plug-and-play solution, да? Достал из коробки, включил и крутишь, потому что обычно люди, которые покупают дешевый станок, они самые, менее всего подготовленные с точки зрения техники. И тут, представь, ты новичок, хочешь дома тренироваться, и вот если вот этот ты купил Majin T1600, на нем кассета, в смысле, ты снял свой велосипед, поставил, в целом с этим может справиться любой, да, то в случае Т200, например, ты купил станок для начинающих, ты покупаешь его и такой, пам, а где твой инструмент для того, чтобы снимать кассету с велосипеда? То есть тебе как в него кассету ставить? Ты же не умеешь все это делать. То есть даже если ты купишь кассету, кассету поставить все равно надо какие-то навыки обладать. То есть ты, по крайней мере, будешь пару дней еще мучиться с тем, что... Пирамидку собирать, да. Это забытый навык с 2 лет. Вот, но... А еще нужно купить правильную кассету, да. То есть Shimano или SRAM, тоже нужно не ошибиться. То есть как будто на самом деле будущее станков для новичков, как раз который чисто виртуал-шифтинги, да? Ты покупаешь станок, на котором стоит условный звит-скок, на который ты можешь надеть любую цепь своего велосипеда, и где просто, в смысле, ты покупаешь пультик вот этот маленький, как ты показывал на Fingraider, да, где просто щелкаешь, и у тебя переключается. Нафига вот это все? Понятно, что там профики, наверное, будут советовать крутить без ERG-мода, да, чтобы самому чувствовать. Потому что разница, конечно, капитальная, да. Тут ехать держать цифры или ехать самим подкручивать. Да. Ребят, мы здесь садимся для тренировок, поэтому здесь уже придумано все. Что изобретать. Плюс нужно калибровать его, тоже не забывать. Плюс виртуал-шифтинг на самом деле тоже нормально работает. Он и настраивается. Там есть 3 варианта, и получается у тебя очень большой выбор кассет, которые ты хочешь поставить. Поэтому это даже идеальный вариант, если ты хочешь собрать какой-нибудь велосипед под станок, просто имея переднее колесо, раму, руль, купить этот себе кок и все. Да. На сингл-спиде просто крутишь условно. Станок там сам за себя все делает. В общем, Majin, друзья, я вам напишу письмо, реально напишу ребятам из Majin, вдруг моя идея понравится, а зная то, как они реализуют даже самую безумную фигню, почему бы нет, да? Станок для начинающих, с виртуальными передачами, кассеты из кармана, без станка там кок вместо кассеты и пультик для виртуального переключения. Если он стоит 2000, то это разница в цене станка вообще ни о чем, конечно. Потому что, допустим, если Миша будет катать на Спере или на чем-то еще, у него там SRAM. И вот тебе пришел Shimano, ты такой... Я ровно про это же. Я ровно про это же, да. Ты купил Т1600, он тебе пришел реально, а у тебя там шимановская кассета, а у тебя SRAM. В целом можно. Не дай бог SRAM Explorer. Так, Миша, сними вот. Педаль выдали 1253 ватта. Да. Станок 1208. Нормально, что? В целом, в смысле, понятно, что в спринте они все косячат, но в целом, я думаю, что круто. Никита Ряхта, Рома Касаткин, House of Gravel. Вот мы все дружно сегодня для вас протестировали аж 4 станка от Majin. Majin T110, Majin T200, Majin T500 и Majin T600. И уже совсем скоро я перемещусь в офис для того, чтобы понять, насколько эти станки действительно хороши, а именно точны, быстро реагируют на изменения мощности, поддерживают спринт, а остальные впечатления мы уже с вами поделились. Ром, есть какие-то общие впечатления? 4 станка за час. Слушайте, я бы, наверное, все-таки рекомендовал, опять же, как с велосипедами, начать что-то попроще, посмотреть, как вам это все подойдет дело, а дальше уже можно апгрейдиться, исходя из ваших задач. В целом, как будто можно бы даже и T500 взять и закрыть вообще все потребности и не лазить больше в этот станок, не смотреть больше, все купил, поставил, крутишь, все, мне кажется. Плюс, я думаю, поддержка, если что какая-то есть, в случае какие-то там неполадок, все это быстренько решается, это тоже важно. Как мы уже выяснили, да, там на примере каньона того же, что ребята привезли, починили также станком. То есть официально все
Вот у меня случилась ситуация с моим LX. Я не понял, почему у меня дернулся. У меня сразу была ситуация, как я буду писать это на AliExpress, отправлять, упаковывать, как бы. Понятно, что как-то это решается, но поддержка все-таки важна, конечно. Не, я согласен, если в России есть какие-то ребята. Ну, то есть можно и без этого, точно, но как будто так проще. На самом деле очень удобно, когда все вместе. Вот последние модельки 500 и 600 я просто достал, поставил, поехал. То есть там Да, максимально быстро. разберется даже ребенок в целом без инструкции. Даже калибровать не нужно. То есть тебе, по сути, не нужно заходить в приложение. То есть ты просто зашел, выкрутил и все. Друзья, ну сейчас магия, как не подключенный к сети станок, вот провод у Никиты в руках, не подключенный к сети станок, будет ли он работать со Звифтом. Ну, у меня ничего, даже здесь ничего не включено. Да, ну здесь не важно, да. Ну вот, мощности есть. А у тебя все равно не будет, да, потому что педали нет. Ну да, офигеть. То есть, Вот на гонку приехал, у тебя планшет подключен к интернету, и все. Ну да. Приехал, катался, Zwift полностью тренировку проехал. Да даже планшет не надо, что проехать к интернету, в смысле просто вот велоком. Цифры, чтобы видеть. Если Zwift. Заодно. Перед гонкой, друзья мои, если вы где-то в лесу хотите Zwift катнуть. Но, если честно, это очень элегантное решение для студий. Потому что, вот посмотрите, провода, и вот здесь проводов нет, да? Но это намного прикольнее выглядит. Ну, то есть прям очень так элегантненько. И безопасно. Ну, если честно, кстати, для квартиры это тоже офигенно. Мы почему-то это не оцениваем, но на самом деле для квартиры это офигенное решение, что тебе не надо удлинитель тащить. Ты просто как бы достал, вот, На балконе все. да, сложил его, да, поставил, велик убрал, потом, когда нужно, быстро разложил, поставил и тренируешься. И даже если у вас небольшая квартира, на самом деле, мне кажется, это намного удобнее, потому что ты можешь как бы быстро... В общем, Поссорился с женой, вытащил велосипед на лестничную клетку, поставил, поехал. вполне. И все. И ребенку спать не мешает. Или, например, вызвал грузовой Яндекс. И все, вокруг катаешься по МКАДу. Да. Вы вызвал грузовой Яндекс, поставил станок внутрь и в нем крутишь, правильно? И ЦГ еще можно собрать. Можно и комбо забирать все еще. А? Будет. Потому что ваты есть, И будет есть. ваты есть, они же передаются в велокомп, пульс есть, и скорость есть, потому что она по GPS. Все датчики. Все датчики есть. Друзья мои, только что мы все поняли. В этом году открылось в новом формате, новый масштаб у нас. Так что приходите, тренируйтесь. Мы для вас можем подобрать тренировки. Просто покрутить, посмотреть ютубчик, телевизор. Все есть. Там френдли атмосфера. Хватает только. Ну, мне кажется, это очень круто, когда люди объединяются и делают что-то, вот такой pet project. Ребята по секрету сказали, что, конечно, все это не коммерция, конечно, все это не бизнес, и все это находится на уровне, как бы, ну, самоокупаемости. И все это делается для того, чтобы комьюнити могло объединяться, чтобы появлялась еще одна точка притяжения, новая точка притяжения для велосообщества. Мне кажется, это очень важно. И смотрите, прикольно, зона восстановления, можно после тренировочки одеть ботиночки, посидеть в отличном таком гамаке-лежаке, кайфануть с видом на сад. Это, друзья мои, апарт-отель Backyard, это такой номер, и как бы здесь, помимо того, что есть спин-студия с очень прикольными станками, велосипедами, со всем остальным. Здесь, конечно же, есть и место, где вы можете хранить свой инвентарь, да, оставлять вещи. И есть огромная, просторная душевая, друзья мои. Поэтому, если вы как бы пришли, то можно и душик принять после тренировки. Что, кстати, мне кажется, самое важное, потому что, ну, кто любит потненьким ходить? Хотя, наверное, кто-то есть такой. Ну, а мы на этом закончили. Сейчас все убираем. Я поеду в офис, чтобы рассказать вам, а что там у нас по цифрам-то установочках. А ребята из чата запросили записать обзор насчет автономной работы магеновских станков 500-го, 600-го. Я вот себе смог у Миши попросить на тест в полевых условиях 500-й станочек. Сейчас у меня станок не подключен к розетке. Вот розетка, вот станок. Собственно, сейчас мы его подключили к компу. Пульс, каденс, резистанс. И сейчас поедем на саму тренировку. Включил обычную трассу, пока без ERG-мода. Просто покажу, как это все работает. То есть вот. Гоночку едем. Трассу едем. Все без проблем. Станок
отключен от электропитания. Многие спрашивали, что будет, если бросить крутить. Вот, бросить крутить на 5 секунд. Мощность у нас упала. Допустим, сходили по своим делам. Я сходил, набрал водички. Возвращаемся к станку. Запрыгиваем на велосипед. И все. Все так же работает. Тренировка продолжается. Еще насчет ERG. Я сейчас откатал тренировочку, бахнул воркаут кастомный. Вон, смотрите, насчет ERG мода. Вот у нас идет смена. Вот я кручу стабильно. Он опускает. И... да, в целом все работает. Также без подключения. Ой, сори. Также без подключения. Посмотрим еще раз. Вот он не делает тяжелее. Ну так, как будто чуть больше скачет. Единственное, что... Но я не крутил еще ERG-мод на включенном станке. Так, друзья, ну что, мы переходим к самому интересному, конечно же, к результатам нашего теста. И, если честно, после того, как мы провели все тестирования, я получил вот эти все фит-файлы тренировок, я скормил это все искусственному интеллекту, я использовал Claude Code для того, чтобы написать фит-экстрактор, наложить это и совместить все по таймстемпам, для того, чтобы в итоге получить программку, которая анализирует, строит графики и сравнивает точность каждого из тренажеров Majin с эталонными педалями Осела. Конечно, это все можно было сделать вручную, сидеть в какой-нибудь FitViewer, сидеть выверять по пикселям, по 1 ватту, где там разница. Но я доверился искусственному интеллекту, все-таки на дворе 2026 год, и, если честно, я неплохо умею обращаться с Claude-кодом, чуть-чуть вайп-кодить и в целом разбирать, как эта штука работает. Ну а для того, чтобы убедиться, что получилась не фигня, потом я руками тоже сравнил, не фигня. Так вот, все эти данные доступны в очень удобном PDF-файле, который вы можете посмотреть, где и получить. Правильно, у меня в телеграм-канале, и, конечно, ссылочка будет в описании к этому видео. А еще в описании к этому видео будет ссылочка на каждый из тренажеров, который можно купить у моих друзей из M-Gadget, потому что именно они предоставили все эти модели мне на тест. И да, наверное, каждую из этих моделей можно купить дешевле, привезти из Китая, попросить друга китайца в Подоле протащить это в самолете, безусловно. Но если вам нужны тренажеры, которые сертифицированы в России и которые распространяется гарантия, наверное, M-Gadget это лучший выбор. Но, в общем, ладно, фиг с ним. Погнали к основным таблицам. Вот это, друзья мои, сводная таблица. И на ней сразу видно, что каждый тренажер из себя представляет. И без сомнений, самый дорогой, самый модный, самый Majin T600 оказывается практически эталонным. Без погрешности относительно педали Axioma, практически идеально идентичен и спринт, и мощность на всех отрезках, и быстро подхватывает, никаких задержек, никаких ошибок. В общем, эталонный тренажер. Классная фишка, конечно, что он и 500 можно использовать без электричества, то есть можно крутить, не вставляя провод в розетку. Во-первых, это эстетично красиво, что у вас с тренажера дома ничего не торчит. А во-вторых, можно с собой убрать куда угодно. Даже, например, в чистом поле Новгородской области поставить и разминаться, крутить станочек перед такой гонкой, как Царь-Грейдер. В общем, прикольно. Мне нравится, никогда об этом не думал. Тем более, именно Т-600 в итоге взял Никита из React на тест к себе домой для того, чтобы поделиться своим личным опытом тренировок на этом тренажере, а не только сухими цифрами. Что еще дальше, друзья мои? Ну, тут тоже, на самом деле, без сюрпризов. Т-110 и не очень высокая точность, и мощность ограничена на спринтах всего 600 ваттами, поэтому если вы сильный кабан, который тренирует спринты и давит ногами безумные ватты, конечно, Т-110 вам, наверное, не подойдет, но, с другой стороны, если вы новичок, который просто хочет кататься и не так заморачивается по поводу спринтов, все остальное, отличная бюджетная модель. Еще из интересного, конечно, в нашем PDF-файле можно найти все графики, сравнения мощностей, корреляции, на каких отрезках, как реагировал тренажер, как отреагировали педали. Заходите, изучайте, смотрите на здоровье, делайте свои выводы, пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, а я сейчас сильно заморачиваться не буду. Главное, мне кажется, что нужно понимать, какая ошибка, какое среднее отклонение есть у каждого тренажера. И вот тут интересно. Например, Т-110 и Т-200 завышают параметры, завышают показатели ватт, которые вы давите, а Т-500
кто-то занижает наоборот. Ваты на этих тренажерах могут значительно отличаться от тех, которые вы привыкли видеть на улице или на других каких-то мощемерах. Еще классная табличка у нас есть, где есть точность по зонам мощностей. Вы можете ознакомиться, на каких мощностях, какое отклонение, какой тренажер себя как ведет. В общем, друзья, PDF-файл, ссылка в комментариях, вы все это знаете. Главное, давайте теперь перейдем к выводам. А вывод, на самом деле, строится следующим образом, что если вы хотите идеально перенести мощность каких-нибудь эталонных мощемеров типа Осиома или, например, кварковских мощемеров от SRAM на свой тренажер, то, конечно, нужно брать самый дорогой. И вот если для вас каждый 3-1 ватт очень важны в выставлении нагрузки во время интервалов, то нужно брать самый дорогой, серьезный тренажер, который не будет врать вам по поводу того, сколько ваттов вы сейчас выдаете. А если вы новичок, который просто хочет кататься, который просто хочет разминаться на тренажере, не знаю, крутить и станочек и смотреть сериальчик, или делать какие-то свои первые работки, или делать свои какие-то первые работы на тренажере, то, если честно, абсолютно пофиг, какой это тренажер. Даже самый простенький T110 подойдет. Но если вы все-таки решите тренироваться с простеньким тренажером, который, конечно же, будет врать в ваттах, в плюс или минус, это не так принципиально. Важно сначала пройти FTP-тест прямо на этом тренажере, там получить свои мощностные зоны, и вот от них уже выстраивать программу тренировок. А когда вернетесь на улицу, заново пройти этот мощностной тест и уже на своем уличном мощемере тренироваться по его значению. Идеального такого переноса, как в дорогом тренажере, не получится. Конечно, друзья мои, нужно сказать, что этот тест, он... Я 3 месяца не могу записать этот обзор. Конечно, друзья мои, этот тест не идеален. И даже больше того скажу, он ущербен, потому что он дает просто первое и первичное представление о том, какая мощность и какое отклонение есть у каждой из этих моделей. Я уверен, что если покататься на них подольше, дать маховику подольше поработать, можно чуть-чуть сгладить, например, неточности в измерениях. Но в целом, примерно, это точка отсчета, от которой вы можете понимать, насколько действительно отличаются в показаниях разные модели, разные по уровню модели тренажеров. И мне кажется, это в целом будет справедливо практически для любого бренда. Ну а для того, чтобы определить, насколько действительно хороший тренажер во многих областях, например, если у него проскальзывание при педалировании, как он ведет себя на разном каденсе, как он ведет себя при разной работе, при резкой смене ритма и так далее, в общем, надо провести с ним не 100 часов в Zwift или в любом другом виртуальном мире. А это, друзья мои, был быстрый такой экспресс-тест, чтобы вы в целом понимали и имели представление о том, насколько отличаются ваты на разных станках, в первую очередь, конечно, станках Majin от эталона. Ну и могли каким-то образом при покупке, наверное, таких изделий в целом коррелировать, с чем вам предстоит, так сказать, столкнуться в реальной жизни. От себя в конце хочу сказать только одно, друзья мои, вообще наплевать, какой станок. Мне кажется, если бы у меня был станок T110 от Majin, самый бюджетный, я бы не обламывался, делал бы на нем FTP-тест, не всегда бы делал спринты, но в целом я могу выполнять те же самые работы, потому что гораздо важнее ваше желание тренироваться и удовольствие, которое вы получаете в этом процессе, а не то, чтобы купить самое дорогое оборудование, а потом его не использовать. Друзья мои, честно, берите то, на что хватает вашего бюджета, потому что все современные модели в целом позволяют тренироваться, получать от этого удовольствие, получать от этого результат. Было бы у вас желание. Никаких безумных погрешностей в 50, 30, 40 ватт там нет. Все в рамках разумного. Всегда помните, что неважно, какое у вас оборудование, главное, тренируетесь вы или нет. Главное, кайфуете вы от этого или нет. Собственно говоря, вот и все видео. А с вами был Физкультурник. Пишите ваш вопрос в комментариях. Может быть, потестируем что-то еще. Ладно, давайте будем на связи. Пока-пока.